Всем привет, это Ольга. Я сегодня хочу сделать небольшое видео на тему, как научиться рисовать человека. Знаю, что много сейчас таких есть запросов у иллюстраторов, у будущих иллюстраторов и вообще художников. И я просто работая с учениками, замечаю такую вещь сейчас, в силу интернета, в силу последних таких наших привычек цифровых, что люди перестали как-то рисовать с натуры и используют, как правило, фотографии, либо еще какие-то картинки, которые и уже срисовывают, учатся именно копируя и срисовывая с картинок. Что я хочу сказать, что это тоже способ, да, естественно, но не надо забывать о том, что очень важно все-таки рисовать с натуры. Всегда есть такая возможность, это сложнее. Но это намного полезнее, если вы действительно хотите быстро расти, и вот именно для вас важна натуральная такая, да, передача, реалистичная манера, да, вы над этим работаете. Я, да, вкратце скажу, да, что хоть я в последнее время вот работаю с абстракцией, я закончила художественно-промышленную академию уже много лет назад. Я владею реалистичным рисунком, рисовала со школы, с художественной школы, то есть я знаю, о чем я говорю. И, разумеется, сама тоже я использую и фотографии, и разные источники сейчас. Но вот когда вы учитесь, здесь важно понимать, что не всегда фотография, да, и объемный, да, предмет или человек, когда вы его рисуете вживую, это немножко по-разному, да, потому что фотография, да, вы уже это двумерное изображение. И вы часто перерисовываете и не понимаете еще, не зная анатомии, не зная каких-то вот пластической анатомии, вы немножко не понимаете какие-то вещи, да, и вы просто копируете, например, там положение руки, не понимая, да, что как бы, что за этим стоит, за этим объемом, и это видно часто. Потому что вот если вы рисуете что-то с натуры, даже живой, вы можете немножко приблизиться, можете отойти, поменять угол, посмотреть, если что-то непонятно, какой-то ракурс. Например, когда вы рисуете, например, руку там вот, или человека анфас, да, вот спереди, да, когда вы рисуете это с натуры, вы можете сделать круг, если это натурщик, если это не натурщик, все равно, да, вы можете более-менее изменить угол зрения и посмотреть, если вам что-то непонятно, да, куда идет форма, как она преломляется, да. Поэтому это очень важно. Вот такие вещи, вот такие наброски, они должны занимать где-то 5 минут, 10 минут. Это могут быть ваши близкие, ваши друзья. Вы можете, вот мы всегда так, когда рисовали в художественной школе, мы организовывали такие, рисовали друг друга, собственно. Это очень легко, и вам не нужно, да, никого это не напрягает. То есть один человек рисует что-то свое, да, вы в этот момент рисуете его, или наоборот, или друг друга. Вы можете просить своих близких посидеть. И здесь именно в этом смысле вот 5-10 минут. Почему это важно? Потому что это вас ограничивает во времени, вот, потому что когда вы с фотографии срисовываете, с экрана, вы можете весь вечер сидеть, вырисовывать там что-то. Это тоже полезно, но чтобы именно развить вот, свой глаз, понимание масштабов, понимание пропорций, вот здесь нужно вот это ограничение во времени, но очень полезно, потому что человек, вы знаете, если это даже близкий человек, он не будет сидеть до бесконечности, он будет двигаться даже там перед телевизором, он будет менять позу. У вас есть вот этот стимул быстро искать эту линию. Поэтому вот такого плана где-то в классе, где угодно, в школе, в вузе, в метро, наверное, не очень по опыту личному, может, не всем может это понравиться, да, в кафе, да, классика. Делайте вот такие быстрые вещи, у вас должно быть много таких набросков. Я рисовала, да, там на таких листах. Сейчас, наверное, уже удобнее иметь скетчбук и делать это могут небольшие такие зарисовочки. Но делать их надо, естественно, регулярно, их делать нужно каждый день, особенно если у вас есть задача, там, может быть, поступить куда-то, да. Это прям должна быть ежедневная практика, и часто вот я этого не могу добиться от своих учеников почему-то, потому что вот им кажется, что это вроде бы не будет, да, иметь какого-то значения. На самом деле это
Вот именно ответ на вопрос, да, как начать, если ваша задача, да, реалистичный рисунок, графика, дальше вы планируете, может быть, иллюстратором. Без этого вы никуда не денетесь. Как бы вы ни владели фотошопом, иллюстратором и так далее, да, здесь вам программы без знания вот этого рисунка, если вы рукой не чувствуете, никакой планшет вам не поможет, и это вам скажу просто абсолютно точно. Это просто техника, да, вы должны уметь это делать руками, вы должны тренировать свой глаз, и руку, и глаз, и именно вот тренируясь, выполняя такие зарисовки. Причем это не обязательно только люди, да, это может быть деревья, это могут быть предметы, это могут быть растения. Но вот именно вот эти быстрые такие скетчи, это именно то, что будет вас продвигать. И вы их не выбрасываете, вы их оставляете, и вы смотрите через какое-то время, да, где вы были, и куда вы продвинулись, как вы рисовали человека там год назад, и что вы теперь, да, как вы теперь это можете делать, с какой скоростью, с какой виртуозностью. Материалы, да, меняйте от классических там карандаша до маркеров, кистью, в общем, чем угодно, хоть спичкой. Вот, поэтому это вот такое вам напоминание. Не забывайте о классических методах, они никак не устарели в данном случае. Дальше вам уже ничто не мешает двигаться дальше и там пробовать, и уже, да, там использовать и фото, и так далее, и разные источники. Ну вот эта база, она полезна, она нужна. Вот. Поэтому, если какие-то еще есть вопросы, пишите в комментариях, буду рада вам помочь. Присоединяйтесь в соцсетях, и до следующих встреч. Пока!